Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем вебинары по пятницам. Золотые капли мудрости Дуйко Андрея. Я решил немножечко отдельно проводить вот такие вебинары и буду их немного делить по своему, наверное, по определенным задачам. То есть одни вебинары будут посвящены ответам на вопросы, вторые вебинары будут посвящены каким-то темам эзотерическим, и надеюсь, нам всем от этого будет лучше. Итак, сегодня бы мне хотелось поговорить вот о такой теме. Наверное, даже не знаю чуть-чуть с чего начать. Попробую начать все-таки с статьи, которую я написал 1 год назад, 3 февраля, больше чем 1 год назад, 3 февраля 2018 года. И она прямо сегодня, эта статья появилась почему-то у меня в группе. Я решил ее еще раз вам прочитать. И исходя из этой статьи, решил сделать или посвятить ей вебинар одному из аспектов этой статьи. Итак, статья выглядела так. Топ самых вредных и популярных в интернете эзотерических практик. Первое — поток денег, дождь изобилия денег. Это когда сверху, как дождь, льются потоками деньги и желания. Не стоит выполнять, это приводит к нищете и потерям материального и не только благополучия. Почему я это написал тогда? Дело в том, что любой дождь, он смывает грязь. Вообще, любой дождь смывает все. Дождь — это энергия воды, она обычно смывает и растворяет. Именно поэтому такие практики, как дождь изобилия, когда человек должен представлять сверху над собой какой-то рог изобилия, из которого текут деньги, то таким образом смоются все деньги. Если машина, исчезнет машина, если мужчины там, или женщины, исчезнут мужчины или женщины. Если дети у женщины, которая замужем, у которой дети, то может потерять ребенка. Одним словом, деструктивный метод такой, ни в коем случае не рекомендую его применять. Кстати, я хотел бы сейчас вам сказать, прямо сейчас на моем сайте вы можете перейти вот по вот этому, как он называется, QR-коду и получить 15% скидку на все мои 4 книги, которые указаны здесь в лендинге, и получить 15% скидку. Это от меня вам такой подарок. Все-таки вернемся. Итак, второе. Это будет идти до конца вебинара. И вот эта заставочка будет до конца вебинара находиться. Построение аффирмаций в контексте того, что уже это произошло. Я уже раньше об этом рассказывал, как, допустим, я богат. Очень часто говорят о том, что аффирмации мощно влияют на жизнь человека. Но я хочу вам сказать, что это совершенно не так. Я объясню почему. Дело в том, что когда человек говорит «я богат, я умен, я красив, я здоров», то это называется самовнушение. По идее, исходя из тех текстов, о которых писала Луиза Хей, ну и в общем-то знаменитые, наверное, уже ныне знаменитые блогеры, а также всевозможные психотехнологии или психотехнологи, они подхватили эту идею и эту идею размусолили и считают, что эта идея может действительно заставить человека, наверное, стать богатым, или стать умным, или стать здоровым и так далее. Давайте рассмотрим все-таки это с позиции немножко другой. Не обманывает ли себя человек в тот момент, когда он произносит эти слова? Ведь в целом это приводит к тому, что человек начинает заниматься самообманом. Как же человек произносит «я богат», если он беден? Как же он произносит «я здоров», если он болен? Вы когда-нибудь думали о том, что у человека есть подсознание? И это подсознание, оно начинает воспринимать эту информацию как ложь и деструктивную ложь. Наблюдая за людьми, которые используют такие аффирмации или такие самовнушения, обмана, обычно я начал замечать, что именно эти люди в дальнейшем приходят к состоянию разочарования, а также у них возникают в дальнейшем панические атаки, психические расстройства. И я так думаю, что в большинстве своем именно с этим связано. Третье. Заполнение себя внутри белым светом приводит к появлению панических атак. В свое время еще Юрий Лонга, он же Юрий Головко из Запорожья, в свое время этот человек, проживающий в Москве, объявив себя колдуном всей России, вместе с определенными людьми, занимающимися эзотерикой. Этих людей достаточно много. На то время только появлялись, наверное, пути эзотерические. Видимо,
точно так же изучая литературу, а направления литературы были, собственно, одни и те же. Хотелось бы отдельно выделить книгу, которая называлась «Эзотерика Мюнхенского института парапсихологии и эзотерики», которая начала продаваться в советское время. В этой книге особым образом писалось о том, что существует определенная идея такая, некая система заполнения человека белым светом. Объяснялось, что белый свет является фактически божественной энергией, именно поэтому в случае, если человек заполняет себя божественной энергией, то у него появляется везение. Предлагалось выполнять и использовать данные методы с целью построения определенных программ. При этом, когда такие программы ставились, то человек произносил, и там, пусть, допустим, там, белый свет входит в меня, заполняет меня, соединяясь с моей программой, или пусть космос входит в меня, заполняясь с моей программой. Дальше по книге Мюнхенского института парапсихологии, где у меня, там, где я богат, умен, здоров и так далее, и ставилось там цифровой код и определенный там, еще кто там к чему сгодился. Это создало целые направления, на сегодняшний день они известны, это Тайпан, Кувей, то есть это люди, которые схватились за эту идею, начали прямо по книге преподавать идеи Мюнхенского института парапсихологии, и, в общем-то, это создало целый ряд направлений. Но дело в том, что это человек, который очень длительный период жизни занимается тем, что практикует сам эзотерику, а также находится рядом с теми людьми, кто практикует эзотерику. И оказалось со временем, что те люди, которые практикуют эзотерику наполнения себя белым светом, начали сталкиваться с психическими нарушениями и психическими расстройствами. Как правило, это заканчивалось все психическими атаками. Также появлялись негативные проявления в физическом теле в виде вегетосудистых спазмов, фокальных дистоний и так далее. Таким образом, можно сказать, что это была ошибка, которая на самом деле была распространена, в общем-то, в эзотерике. Дальше молитвы за здоровье, хождение в церковь в итоге ухудшали состояние человека, вместо того, чтобы он выздоравливал. Также очень частое хождение в церковь, как правило, приводило к разрушению отношений в семье, ухудшению общего физического и психического состояния, уменьшению материального благополучия. С чем это было связано? Я так думаю, что, возможно, либо христианство, которое имело определенные каноны или определенные иерархии, в какой-то момент потеряло силы влияния, и что-то пошло не так. То есть вместо того, чтобы создавать условия, при котором люди, которые посещают церковь или или молятся, или ходят в церковь, пытаются выздороветь, если, по словам каких-либо людей, раньше люди выздоравливали за счет этого, то начало появляться все больше и больше людей, которые после хождения в церковь начали рассыпаться, у них начали появляться тяжелейшие заболевания, здоровье ухудшалось, дети разводились, у этих людей появлялись какие-то аспекты агрессивного поведения, ну и так далее. Дальше 5. Даже если первопричина в прошлом нашлась, изменить настоящее ничем невозможно. И это практики гештальта, расстановки, которые в итоге ухудшали психическое состояние тех людей, которые их использовали. В итоге делали человека нервным, несдержанным, рваным таким. Человек не мог сосредоточиться на одной идее. Дарить и посылать любовь людям. Сегодня я хотел бы об этом отдельно поговорить. Люди перестают хорошо относиться, ухудшаются отношения с близкими и исчезают из жизни деньги. Я хочу вам напомнить, что данный пост я публиковал 3 февраля 2018 года. Его можно с легкостью найти в Фейсбуке на моей странице Андрей Дуйко. И давайте я вам почитаю комментарии. Комментариев здесь 143. Жанна Бьянки делала... И да, на личном опыте ничего хорошего не принесло, а наоборот. И 3 делала, и 6 и так далее. Ну вот попробую почитать вот что. Итак, Александра Сикорская. Я с благодарностью принимаю знания ваши,
Убедилась, что походы в церковь ухудшали мое здоровье и отношения и приводили меня к депрессиям. Но это все позади, вы меня возродили. Хочу в скором будущем приобрести вторую ступень. Сейчас слушаю шумы, читаю заклинания и так далее. Кира Иванова. 3 пункта и мне приводилось применять. Все правильно говорит Андрей Андреевич. Плюс к этому на всех застольях мне почему-то доставался угол за столом. Говорили, это здорово, всегда будешь за своим углом, как бы не так. В итоге есть квартира, подаренная на свадьбу, второе наследство от свекрови, но живу у мамы. Дальше. Людмила Людмиленко. Верно, все пункты пришлось использовать, как говорится, на своей шкуре. Ничего хорошего не произошло. Полный обвал. Аделина Грик. Реально, когда мне говорят и посылаю тебе любовь, а мне это не надо, отторжение вызывает. Причем еще и неискренность и манипуляции на лицо. Раньше я практиковала «я богата». Реально не было изменений и улучшений. Про загребание старых завалов и расстановки тоже с вами согласна. Применяла пункт 1, осталась без денег и бизнеса, а сейчас пришло озарение. Вот причина моего здоровья. Дарила любовь, доверие и уважение людям. В результате обманули, не оплатили 10 тысяч одни, другие обещали, но не оплатили по 1000 рублей на работе клиенты. Как жить, не доверяя никому. Сейчас я об этом буду говорить. Куда подевалась в людях совесть и честь, стараюсь жить дальше. Павел Дарвай. Пришлось попробовать многое из записанного, но самым ярким были дожди. Помните, я говорил, представить, вернее, будто и вытекают в виде дождя, эзотерическая практика, там деньги и так далее. Смыло все так конкретно и главное, в один момент рухнуло все. Благодаря школе Кайлас все постепенно привожу в порядок. Жизнь стала ярче, выравниваются отношения, все остальное придет. Главное, теперь есть понимание, что делаю и как все работает. Спасибо, Андрей Андреевич, за терпение. Ох-охо, все так по порядку, все и дело, пока в школу Кайлас не попалась. Не попала, вернее. Все это делала, пишет Елена, все это делала, ничего не имела. В результате потеряла деньги, муж ушел из жизни, и я умудрилась в церкви на поминальной службе подарить свою любовь ему. Чуть сама не ушла из жизни. Жуть, носила красную ниточку на руке, было сплошное стоячее болото в жизни, отдельная история была с пси-энергией, которую надо было себя выбрасывать как вредоносную, наполняла себя белой энергией, опускала на себя космос. Ой, столько всего было, что и не вспомнишь. Так вот, сразу все. Наверное, высшие силы сжалились надо мной и привели меня в Кайлас. Огромное спасибо за новую жизнь, за счастье, за радость, за философию знаний и так далее. Использовала практики денежного дождя, в общем, ни денег, даже кредит не давали, и фирма, где работала, закрылась. Использовала практику «я богата», все без результата, ничего не прибавилось, все убавилось. Дарила мысленно людям любовь, ничего хорошего. У людей какая-то злоба в ответ всегда была, теперь я поняла свои ошибки. Анна Залески ходила в церковь по поводу церкви, согласна на 200%. 2 пункта испытала на себе, пишет Юлия Найдина. Это аффирмация и поиск первопричины. Это ужасно, что творится в жизни после этих практик. Люди, не делайте этого никогда, хотя у каждого свой путь. Ну и, конечно, церковь сама не принимала участия. Но людей с протекшей крышей наблюдаю давно. Думаю, что так все плохо у человека. И тут вопрос, а ты что, в церковь не ходишь? Пойдем со мной в воскресенье. Не говорю, сами, мне что, в воскресенье не на что потратить. Ну и так далее. Этих комментариев, их много. Их больше, чем 140. Буквально последнее вот такое. Я его хочу прочитать. Анна Ром, она написала такое письмо. Сегодня меня потрясло письмо на электронную почту от супруги Константина Довлатова об его безвременном уходе. Ну, наверное, не хочу я это все читать о Довлатове. Давайте все-таки прочитаем.
о его безвременном уходе из жизни. Я, конечно, ни при чем. Когда-то, 2 года назад, меня затянули в учение и обучение Вианы Стайбл, Тета Хилинг и Константина Довлатова, который прошел у Вианы все высшие курсы, но создал свою авторскую программу. Но исцеление не наступило, работа потерялась, осталась одна. Родственники отвернулись до единого. Отношения с единственной дочерью отношениями назвать стало нельзя. Мое счастье, встретила Кайлас, но хочу сказать о другом. То, чем вы, Андрей Андреевич, говорите заниматься во время практик нельзя, в практиках этих преподавателей делалось на ура. Все с 1 по 6 пункт. А сколько еще исцеляющих и трансформирующих практик мы там наделали себе и другим людям. Так вот, за 3 года, пока я, Андрей Андреевич, в школе Кайлас, я только узнаю из чатов, со страниц сети, что тета-хиллеры, которые занимаются преподаванием тета-хиллинга и трансформируют свои уникальные программы, уходят из жизни просто один за другим, по несколько человек в год. А это я узнаю о преподавателях высшей категории, потому что у них имена в интернете очень известны, в социальных сетях. У них огромное количество подписчиков и последователей. Допустим, у Константина Довлатова 30 тысяч подписчиков. А сколько у обычных учеников, таких как я, и просто не счесть. Сколько людей еще купят, пройдут эти курсы. Я снова ни при чем. Школа Кайлас входит в мою жизнь. По полочкам все рассказывает, ну и дальше мне дифирамбы. Можете ли вы поставить между словом «жизнь» и еще чем-то знак «равно»? Ответ нет. Нет ничего дороже жизни. Мой вывод: все, что связано с тета-хиллингом, очень быстро не только разрушает судьбу, забирает жизнь вопреки невероятным обещаниям, заявлениям. Сейчас я бы ни за что не сделала бы ни одной практики из тета-хиллинга, ни раскопок, ни загрузок, ни одной медитации, так или иначе связанным с тета-хиллингом. Это в прямом смысле опасно для жизни. Но я сама виновата. Это был мой опыт. Мне повезло вообще. Сегодня бы я хотел все равно остановиться на теме, которая называется любовь. Что такое любовь, с чем это едят, почему у людей, почему совершенно во всех религиозных системах, а также в эзотерических системах, в йоге. Сегодня я смотрел даже выступление Пайлота Бабы, который говорил о том, что любовь — это самая главная драгоценность. В чем же особенность? Что же происходит такое? Почему люди, даря любовь другим людям, совершают ошибки? Что это такое любовь с моей колокольни, наверное, можно сказать? Как я к этому пришел? И мне бы хотелось, наверное, несколько слов сказать об этом. Ну что, вот я для себя выписал эти концептуалы. Итак, первый. Внешний мир реагирует на то, что происходит с нашими чувствами. И теперь давайте посмотрим, что человек обычно чувствует и зачем ему чувствовать. Скажите мне, для чего мы едим? Чтобы насытиться. А насытиться — это к чему нас должно привести? Это должно нас привести к радости. А скажите, когда мы огорчаемся, то это к чему нас приводит? Это приводит нас к чувству противоположному радости, огорчению. Вот смотрите, была еда невкусная, мы огорчились, была еда приятная, мы радуемся. Таким образом, можно сказать, что вся жизнь человека, она связана только с чувствами человека. Когда я читал семинар, который назывался «Обретение духовности», то некоторые люди начали мне писать: Андрей Андреевич, да, вы хорошо описали о духовности, о том, что нужно вырастить себе добродетель, но где же находится этот инструмент, о который нужно опереться? Где тот котел или где та первооснова, на которую необходимо опереться? Потому что да, мы теперь поняли, быть добрым человеком необходимо. Да, мы теперь поняли, что хотим становиться добрыми людьми, но дайте обязательно какой-нибудь инструмент, на который можно, когда ты тонешь, опереться и оттолкнуться. И есть ли какой-нибудь такой второй метод, который бы мог очень быстро изменить человеку жизнь? Вообще, что есть жизнь? Как ее можно быстро изменить? Какой есть один ключевой принцип такой, который существует? Я хочу вам сегодня этот принцип дать. Данный принцип, он очень простой, но вы мне можете 100 раз не верить. Вы можете исключить этот принцип, вы можете дальше продолжать мечтать, наполнять себя белым светом и космосом. Но я хочу вам сказать, те люди, которые услышат меня сегодня, они будут иметь возможность на 100%, прямо с сегодняшнего дня, прямо сейчас, абсолютно на 100% изменить свою судьбу. Если вы будете знать этот принцип, с завтрашнего дня будет уже все по-другому. Этот принцип звучит так: чем больше радости, тем больше хороших событий.
И сам принцип звучит так. Внешний мир — это отражение наших чувств. А наших чувств всегда может быть только конечных два. Вот смотрите, всегда конечные чувства приходят либо к тому, что мы чувствуем радость, либо к тому, что мы чувствуем горе, разочарование и так далее. Это же все можно назвать горем. Таким образом, как бы человек ни жил и как бы он ни стремился к чему-то, он будет использовать и будет ощущать определенные чувства, которые будут возникать. А где возникают чувства? Они возникают там, где мозга нет. Вот здесь. Они не возникают в сердце, они почему-то возникают на уровне бронхов. Я знаю, почему там возникает. И там у человека обычно и находится духовное сердце. Это описано в древних книгах как некая энергия атман, которая находится в середине человека. То есть если человек живет возвышенно, то его энергия, которая находится в виде его теплых чувств, поднимается вверх. И он становится более осознанным. Если у него нет осознанности, если он гормональное существо, то его чувства, они падают вниз, и человек становится жадным, вредным и так далее. Но это тоже хорошо. И тайна как раз и заключается вот в чем. Радость порождает хорошие события, безрадостность — плохие события, а ничего не происходящее события. Таким образом, можно сказать, что человек создает новую судьбу, которая у него будет происходить дальше только в тот момент, когда он начинает испытывать в середине себе радость или в середине своей груди радость. Вот эта радость, это и есть то, от чего необходимо отталкиваться. Чем больше человек испытывает радости в середине своей груди, тем больше радостных событий будет. Естественно, вернусь все-таки к теме любовь и хочу вам задать вопрос сегодня. Любовь — это цель или это средство? Конечно же, очень много говорится, или очень часто и очень много говорится о чувстве любви. Но я хотел бы сегодня задать такой вопрос. Скажите, чувство любви, оно конечное или нет? И давайте я вам скажу, у него может быть продолжение? Конечно же может. Вот смотрите, чувство любви зачем дано человеку? Для того, чтобы от чувства любви испытать в дальнейшем конечное чувство, которое называется радость или наслаждение. Таким образом, любовь дана человеку как цель, но для того, чтобы достичь, соответственно, либо радости, либо огорчению. Таким образом, любовь как инструмент, ее можно использовать, любовь как конечное чувство нельзя. Таким образом, любовь может привести либо к огорчению, либо к радости человеку. Для чего человеку нужно это чувство? И что должно дать человеку это чувство? Ответ очевиден. Проявление любви дает человеку только два состояния: радость или страдание, или радость и огорчение. Любовь — это чувство не безвозмездное. Почему любовь — чувство не безвозмездное? Я хочу сейчас прочитать пункты своей книги, которая называется «303 совета, 303 совета счастливой жизни». И здесь вот что сказано. Пункт 16. Чувства не могут быть безразличными, они имеют приоритеты. Нельзя любить одновременно и ненавидеть, значит, есть выбор. А там, где есть выбор, присутствует деление. Если делится это на два лагеря приоритетов, то нужно знать, чью позицию или чью-то точку зрения вы занимаете. Именно поэтому человек, который стремится к адвайте, божественному безразличию, не может обращать внимание на чувство любви. Сейчас я объясню это своими словами. Вот смотрите, когда вы, допустим, любите, то вы любите безвозмездно. Смотрите, божественная любовь любит всех безвозмездно, а человек способен любить безвозмездно. А что такое безвозмездно любить? Это иметь желание сделать что-то для человека. А скажите, вот допустим, если человек очень болен, у него очень тяжелое заболевание, допустим, ковид, или человек там очень сильно болен, и это заболевание у него тяжелое,
то вы готовы отдать свои деньги, отдать имущество и безвозмездно обожать этого человека, там, спать с ним, делить с ним кровь и еду и так далее. Я хочу вам сказать, что нет. Вот смотрите, весь мир, он создан по образу и подобию Божьему. И если взять яблоко, которое сгнило, то в этом яблоке появились черви. Так вот, любовь, о которой говорится в религиозных всяких компонентах, или в религиозных всяких трактатах или текстах, очень часто говорит о том, что нужно любить весь мир. И я хотел бы задать вопрос тому человеку, который об этом говорил, или Богу, который об этом говорил. Можно ли безвозмездно любить глистов в середине человека, гельминтов? Можно ли любить вирусы, которые являются фактически тоже имеющим право жить на Земле? Таким образом, можно ли любить вирус, который уничтожает людей, и относиться к этому вирусу с любовью? Таким образом, можно сказать, что нет, мы можем любить только то, что нам хочется. Ага, таким образом, любовь является элементом нашего персонифицированного эгоизма. То есть мы будем любить, что достойно любить, или что достойно нашей любви. Тогда это получается не идеальное чувство. Тогда мы готовы любить детей, но не любить кого-то еще, или любить, если нам удобно, и не любить в случае, если нам неудобно. Таким образом, такое чувство, которое звучит как «я буду любить, если я хочу, и не буду любить, если не хочу», нарушает концепцию всеобщей любви. Таким образом, в случае, если человек любит, если ему очень нравится, или он там что-то ему нравится, и он хочет, то это похоже на «дашь и возьми». А когда «дашь и возьми», то это нечестные чувства, это как продажные получаются. И естественно, когда человек говорит о том, что необходимо любить людей, необходимо любить весь мир, то я хочу вам сказать, необходимо любить весь мир — это и любить вирусы, и любить червей, любить там, все любить. А любить людей — это любить убийц, это любить, вернее, тех, кто уничтожает, любить тех, кто болеет там, сифилисом и тяжело переносит там, какие-то очень-очень тяжелые инфекционные заболевания или там, онкологические заболевания, гниющие заживо, их нужно любить. Вы понимаете, это такая особенность. А человек, который говорит: я дарю тебе любовь, хорошо, я не тот человек, мне, наверное, приятно любить, я молод, там, достаточно там, силен в своей жизни, а почему бы не начать любить тех людей, которые прикованы в кровати и ходят под себя? И тут сразу же такой вопрос: тот человек, который решил для себя любить всех окружающих людей, и после этого он это начинает делать согласно всем системам, которые есть в эзотерике, то почему он не находит того человека, который действительно нуждается в том, чтобы его любили? Человека, который прикован к постели, человек, который ходит под себя, человек, и после этого служить этому человеку. Я вам должен сказать, надолго вас не хватит. Поэтому можно сказать об этом чувстве, как любовь — это инструмент, в ходе которого человек может либо испытать радость, либо испытать состояние, конечно, разочарования. Именно поэтому любовь на сегодняшний день является одним из элементов самых, наверное, крупных манипуляций, которые на сегодняшний день созданы. Таким образом, очень часто и мы, и религиозные деятели, ну, собственно говоря, и политики, используя данный метод или данное слово «любовь», они в большинстве своем прикрываются этим словом или прикрывают самые небескорыстные поступки, самые противные, гадкие поступки, которые в жизни происходят. То есть я смотрю периодически на таких людей, которые говорят: я вас люблю, Бог вас любит и так далее, но при этом это не мешает им покупать дачи, и покупать за границей виллы и так далее. При этом сам человек не работает, а люди, которые ему приносят работу. Может ли любовь привести человека к неприятностям? Я вам вот что скажу. Почему люди, которые... Есть ли любовь вообще на земле? Да, она есть, и она одна. Это любовь, которой награждается ребенок в тот момент, когда он рождается. Это любовь, которая появляется в его груди и которая находится там постоянно.
и которая никогда не погаснет. Это любовь Бога по отношению к человеку. Вот одно из доказательств, по моему мнению, моего внутреннего персонифицированного понимания божественной энергии заключается в том, что, обратившись к тому месту, где в середине нашего тела, особенно на уровне груди, находится чувство, и если обратить внимание, отвергнуть те чувства, которые у нас возникают, и оставить то чувство, которое у нас постоянно находится, то это будет чувство божественной любви по отношению к нам. Это чувство ни за что. То есть кем бы мы ни являлись, как бы мы ни гнили, что бы с нами ни происходило, и насколько бы нам плохо не было, в середине нас, в центре груди, находится место, которое горит постоянно пламенем божественной любви. И пламя божественной любви — это своего рода костер. Ну вот смотрите, у меня есть очаг, это пламя моей божественной любви. Вот это пламя моей божественной любви, это находится в алтаре моей жизни. Скажите, в алтаре моей жизни люди могут греться вокруг этого пламени? Конечно. А как проявляется это пламя? В виде вот такой доброты, милосердия, в виде хорошего отношения к близким. Это дает мне силу. В тот момент, когда я разочаровываюсь, я все равно нахожу возможности быть добрым и хорошим человеком. Остаюсь человечным существом. И, конечно же, в пламени моей любви греются те люди, которые находятся рядом со мной. И, конечно же, в случае, если я начинаю дарить свою любовь окружающему миру, то что я делаю? Я беру большую лопату, зачерпываю этой лопатой уголь и бросаю на окружающий мир. Скажите, когда этот уголь, который был необходим для света в моей семье и для близких в моей семье, попадает на их тела, попадает на их недвижимость или попадает в их семьи, то этот уголь может создать пожар или нет? И тут ответ такой: да. Поэтому, когда человека призывают к тому, чтобы он начал любить окружающий мир, начал любить, ну даже не окружающий мир, а начал любить людей, которые живут в миру, то человек, который это все делает, он начинает разбрасывать свой огонь, он разбрасывает свои угли на других людей, и, естественно, у людей появляются ожоги. Там, если вы заметили, одна женщина написала такие слова. Она написала: Андрей Андреевич, когда я начинала дарить любовь, то люди ко мне относились агрессивно. И вот что происходило. Конечно же, пусть эта любовь в вас сохранится, пусть она будет вашей персональной, пусть вокруг нее греются ваши дети, пусть она создает очаг любви в вашей семье, пусть у вас появляется за счет этого желание быть полезным, добрым, сохраните вот этот уют и тепло в семье, пусть все видят в вас солнце. Не разбрасывайтесь тем, что дано вам, единственным элементом, который делает из человека человеколюбивое существо, божественной любовью. Сохраните это в себе, и пусть, конечно же, это всегда в вас живет. Не разбрасывайте угли, так как это приводит к пожарам. Что такое служение людям? Очень часто люди используют это слово и говорят: я хочу служить людям, для меня это очень важно, служение людям, я хочу служить людям и хочу этому посвятить свою жизнь. Данные слова на сегодняшний день, они очень часто культивируются, но они используются в конструктивных культах, в религиозных направлениях, они используются широко в эзотерике, и очень часто хочется сказать, что же это такое. Я хочу выразить свое мнение по поводу этих слов. Служение людям, по моему мнению, это интуитивное побуждение человека сделать всех людей, которые проживают вокруг него, которым он собирается служить, похожими, собственно, на него. И иметь желание сделать так, чтобы жизнь этих людей была похожа, собственно, на жизнь того человека, кто им служит. Что требуют люди от политиков? Они требуют служения. Для чего? Потому что они понимают, если политики начинают служить для людей, то жизнь людей становится такой же, как у политиков. Поймите, это особенность такая эзотерическая. Если человек служит кому-то, то тот, кому он служит, этот человек будет жить точно так же, как этот человек, который ему служит.
Именно в этом и есть тайна вот такая эзотерическая. И это же, конечно же, открывает где-то глаза. Почему? Потому что когда человек говорит «я буду служить людям», то он должен задать себе естественный вопрос. Сам-то ты счастлив, уважаемый господин? Если человек сам несчастлив, если он агрессивен, недобр, если в его семье больше слезы, если он шипит, как гусь какой-то постоянно на окружающих людей, его служение приведет к тому, что эти люди будут нехорошими. Его служба не принесет добра людям. Я это именно и замечаю очень часто в религиозных конфессиях. Потому что в церковь человек приходит, а в церкви основное действующее существо, которое служит людям, является батюшка. А батюшка при этом сам несчастлив, и в семье несчастлив, и еще и болен, и еще и выпивает. Ну, конечно, не говорю, я как бы не порочу религию, это государственные приоритеты такие. Тем не менее, хотелось бы сказать, что это все вот так буквально в дальнейшем рассматривается мной как процесс, при котором люди становятся похожими на того человека, который должен сеять прекрасное. Конечно же, это недоработка, ну я не критикую это, конечно, по моему мнению, недоработка высших эшелонов, наверное, управляющих религиозными доктринами. Тот человек, который хочет служить кому-то, он должен быть абсолютным идеалом, он должен быть существом, на которое захотят быть похожими. У него должна быть прекрасная семья, прекрасная жизнь, он должен быть здоровым, он должен быть счастливым. Другое дело молиться за людей. То есть если человек сложил руки и говорит там: «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй этих людей, пусть в их жизни появится свет». Пусть так служит, хорошо, это его химса. Пусть он это принимает и для себя это как служение. Но дело в том, что в этом случае уже люди начинают служить такому человеку. И в случае, если человек повторяет эти слова, то тогда он тянется к этим людям и будет жить так же хорошо, как те люди, во имя которых он это делает. Все перевернуто. А вы знаете, что в большинстве своем как-то так мир устроен, что очень много людей стремится ориентироваться не на внутренний мир свой. В большинстве своем люди не ориентируются на внутренний мир, они ориентируются на потребление внешнего мира. То есть они ориентируются на то, чтобы изменить прежде всего внешний мир. То есть они хотят, чтобы все были, как вот им хочется. Но дело в том, что это невозможно. Ведь я сегодня в самом начале сказал эти слова, что чувство радости или страдания, которые человек ощущает в середине своей груди, которые должны, по идее, привести его к наслаждению жизни, эти чувства и создают тот мир, в котором мы находимся. Конечно же, понимая это, вы можете изменить свою судьбу. Окунайтесь в тот мир своей груди, который называется радостью. Находите эту радость и божественную любовь в середине себя. Не имеет значения, я бы хотел сказать, кстати, об этом. Не имеет значения, какую религию вы исповедуете. Посмотрите на портреты богов. Посмотрите на портреты богов. Давайте посмотрите на портрет Иисуса Христа. Посмотрите на портрет Кришны. Посмотрите на портрет Вишну. Посмотрите на портрет, я не знаю, там, Лакшми, ну, будь какие портреты, Рамы, там, каких-нибудь божеств, там, пантеона более современного. Скажите, что мы можем увидеть в их глазах? Давайте я вам скажу. Некоторые люди скажут, там мы видим любовь. Нет, мы не видим любовь. Мы там видим радость. Потому что когда ты смотришь на ребенка и видишь, и чувствуешь по отношению к этому ребенку любовь, то тебя накрывает волной радости. Ты рад, что это происходит в твоей жизни. Эта радость, это
любовь была инструментом, который создала процесс радости. Именно поэтому эта радость создает условия радостности, которая создает условия наслаждения, наслаждения жизнью, которую ты проживаешь сейчас, которая все равно является самым дорогим для тебя, самой дорогой драгоценностью, самым важным, наверное, аспектом в твоей жизни, в вашей жизни. Ну, я как бы для себя говорю. Тем самым, побуждая возможность радоваться, мы эту радость обычно и увидим, и видим у этих божеств. Они радостные. Они радостные, потому что они добились, и дальше начинается там просветление. Будда добился просветления, у него лицо радостное. Там Кришна добился радости, он всегда изображается радостным, а не суровым. То есть Шива добился радости, всегда радостным изображается. То есть у них в глазах нет любви, у них радость есть, они искренне радуются, они наслаждаются жизнью, они добились того, что называется наслаждаться жизнью. А не имеет значения, кто вам подарил эту любовь и чья из этих видов любви, какой из богов подарил вам эту любовь, с которой вы родились. Вы христиане, вам подарил Иисус Христос, найдите тепло Его в середине своей груди. Вам это подарил Аллах, найдите в середине своей груди эту любовь. Вам Вишну, Кришна или там Баладжи, кто угодно подарил эту любовь. Это не имеет значения. Тот, кто подарил ее вам, вы ее можете найти. Она в середине вас побуждает все время ощущение радости. А ощущение радости создаст условия прекрасной, замечательной и удивительной жизни. Мы же всегда будем оставаться безрадостными и неудовлетворенными до того момента, пока не откроем в своей груди удивительный источник радости и наслаждения. Возможно, это и есть вот эта проявленная в нас божественная любовь. Человек и в богатстве. Вот смотрите, как это все выглядит. Вот возьмем, допустим, человека, который живет в роскоши, и понаблюдаем за этим человеком. В случае, если человек живет в роскоши, он обязательно будет радостным человеком? Я вам отвечу: нет. А может он быть печальным? Да. А человек, живущий, допустим, в бедности, он может быть печальным? Да. А вы когда-нибудь видели людей, которые болеют, но при этом радостны? Да. И в чем же основа? А вот она в чем. Дело в том, что основная основа заключается в том, что, выбирая для себя понимание радости, мы выбираем для себя понимание наслаждения и доброты, которые питаемся при этом, вот этот элемент, или эта ступенька, или этот бесконечный океан божественной любви, который находится в нашей груди, мы его должны постоянно использовать. Но мы там должны найти состояние радости. А как найти, я сегодня расскажу. Конечно же, можно сказать, что мы этому ничему не верим, а зря. Можно один раз к этому прикоснуться и в дальнейшем быть совершенно другим человеком. Я уже говорил эти слова, я их повторю. Один раз прикоснувшись к состоянию высокой духовности, человек прикасается и больше не будет никогда бедным, несчастным, угнетенным, забитым или еще каким-то. Мы становимся умнее, мы становимся богаче, нам начинает вести и так далее. Конечно же, человек и в богатстве, и в бедности должен найти в своей груди это состояние радости и состояние наслаждения. Ну и я хочу вам сегодня дать совет. Мой совет от эзотерика номер 1, ради чего я сегодня, собственно, и затеял вот этот семинар. Он звучит так. Научите себя испытывать чувства в своей груди. И это чувство должно быть у вас радостью и наслаждением. И это и будет для вас источником для увеличения вашей духовной энергии. Как это необходимо сделать? Утром или вечером, закрытыми или открытыми глазами, обращайте внимание на радость, которая побуждается в середине вашей груди. Найдите ее в виде тепла, найдите ее в виде движения, найдите ее еще как угодно. И я вам обещаю, что вы ее 100% ощутите. Найдите ее сейчас, а если нашли, поставьте плюс под данным видео, что вы ее нашли. Пользуйтесь, черпайте, это бесконечный поток энергии, который поможет вам в дальнейшем без всяких врачей и без всяких проблем
полностью, на 100% изменить свою судьбу. Без расстановок и религиозных молитв, и без всякой вот прочей, не чепухи, конечно, а для кого-то это цель жизни. Привести себя к состоянию везения, удовлетворения жизнью и наслаждения жизнью. Несколько слов еще вот о чем. Человек всегда будет иметь миллион вопросов. Мы такие люди, мы всегда имеем миллионы вопросов на все темы. И всегда будем хотеть их задать. И всегда будем хотеть, чтобы кто-то на эти вопросы ответил. Так уж мы устроены. Вопросы порождают новые вопросы, ответов не даст никто. Именно поэтому я с удовольствием отвечаю на эти вопросы, понимаю, что я всегда буду существовать и отвечать на вопросы, и это будет идти отдельной темой. Но мне бы хотелось поговорить вот о чем. Что такое вопросы и ответы, и что такое прямая передача от учителя ученику? Что это такое? Недавно, наверное, на протяжении 3 лет, в какой-то момент мне стало понятным, внутреннее, что есть вот эта точка, которая находится постоянно, или место, которое находится в нашей груди, которое никогда не исчезает. Это место, в котором можно черпать наслаждение и радость безвозмездно. Оно успокаивает, когда плохо, оно вдохновляет, когда плохо и так далее. И со временем, используя эзотерические практики, читая мантры, работая с людьми, я начал заниматься тем, что я начал пользоваться этой энергией. Со временем, когда я начал пользоваться этой энергией, я начал понимать, что эта энергия бесконечная, это ресурс огромный. И эта энергия у меня увеличивается. К чему я это все вам рассказываю? Когда человек, допустим, когда у человека появляется его учитель, и он принимает кого-то как своего духовного наставника или духовного учителя, то нужно ли ему задавать вопрос? И я хочу вам дать ответ. Друзья мои, найдите в молчаливой медитации рядом со мной, найдите тот момент, когда можно будет посмотреть на человека и ощутить его радость. Посмотрите на мои видео или посмотрите на меня и ощутите то, что я чувствую по отношению к своей семье, как я чувствую этот мир. Это и будет вот такая искренняя моя передача. Я всегда говорю, берите у меня прибежище. Почему? Дело в том, что у меня этой энергии достаточно. Я нашел в себе состояние радости. Тем самым, когда человек, допустим, занимается эзотерикой школы Кайлас, и он подключается к своему учителю, то что он черпает? Он черпает радость. А радость создает везение, а везение создает успех в жизни. Тому человеку, который везет, везет. Естественно, рядом с учителем лучше тихо посидеть, чем громко поспрашивать. Как я обычно снимаю информацию с людей? Я смотрю на человека и начинаю ощущать, ему плохо или хорошо. Это начало снятия информации. Я это начинаю чувствовать, но это не мои чувства. Это как бы чувства, которые испытывает человек. Мы же все эмпаты. И, конечно же, мы развили в себе это, и каждый человек может запросто, глядя на другого человека, понять или почувствовать, этому человеку плохо или хорошо. Глядя там на президентов, или глядя на политиков, или глядя на человека какого-то еще, мы можем со временем определить или поставить некую иерархию, кто более счастливый или более радостный, и кто менее счастливый и менее радостный. Это независимо, вы представляете, от того человека, который там много у него денег, или много власти, или мало денег, мало власти. Особенность есть такая, со временем начнете чувствовать. Очень легко снимать информацию с людей. В случае, если человек, от него идет вибрация, что он несчастлив, то эта вибрация в дальнейшем создаст плохие условия жизни у этого человека. В большинстве своем лучше обращаться к вот этому источнику радости. Ум без чувств создает практичность, чувства без ума создают грубость. А вы не задумывались, что грубость — это проявление самых сильных накопленных чувств? Сегодня я расскажу историю из своей семьи.
Она мне сподвигла сегодня, наверное, провести этот вебинар. Большое спасибо моим близким. Рано-рано утром моя дочь забежала к моей любимой жене. И моя дочь со всего разгона в радости, а это, чтобы вы понимали, было 6:30, начала хлопать мою жену там по груди или там рукой вот так вот, там, мама, мама, я пришла. Скажите, как воспринимали, зачем это делал ребенок? Давайте я вам скажу. Ребенок это делал с позиции радости. То есть он настолько накопил радости, не мог дождаться, а потом прибежал. То есть радость заключается в том, что он не видел ночью маму, прибежал, начал будить маму и так далее. Таким образом, а как восприняла это мама? Мама восприняла это как нападение от дочери. То есть она начала воспринимать, что дочь хочет ей там навредить, что так никто не делает. После этого сказала: Маша, не стоит так делать, нужно быть более там добрым, мягким и так далее. Но на самом деле это неконтролируемые чувства. Так вот, мозг создан или дан человеку для того, чтобы контролировать свои чувства, которые могут быть необузданными. Вы представляете, если бы мамочка, которая привыкла обнимать мужчину в тот момент, когда появляется чувство вот такого вот, я не знаю, радостной любви, проявляла точно такое же чувство по отношению к ныне только родившемуся ребенку. Скажите, это бы разрушило жизнь этого ребенка? Ну, конечно, но хочется же обнять младенца. Ну, хочется, конечно. И зачем дан человеку мозг? Мозг дан человеку для того, чтобы мы не выплескивали свои перенакопившиеся вот такие чувства, которые мы можем накапливать. А вы не задумывали, что грубость и есть проявление самых сильных накопленных чувств? Именно поэтому, когда к вам грубо относятся, знайте, этот человек просто вас обожает и так проявляет свои перенакопленные чувства любви. Такое бывает. Просто человек не умеет по-другому, понимаете? Человек не умеет, и из-за этого он делает это так. Очень часто чувства, они делят людей на плохих и хороших. Поэтому на пути духовного роста человека в самом начале появляется необходимость в нахождении первородного чувства ко всем людям. Ну и в общем-то на первое место необходимо ставить к себе. Это чувство есть радость, а не любовь. Тем самым в случае, если это чувство существования и сосуществования совместного. И именно поэтому я и призываю очень часто, если вы занимаетесь медитацией, то занимайтесь медитациями с открытыми и закрытыми глазами все равно. Ощущая чувство радости. Ощущая чувство радости от того, что вы живете в миру, ощущая чувство радости от того, что рядом с вами кто-то живет, ощущая чувство радости от того, что вы просто живете. Это и есть самая главная медитация, которая может изменить человека. Ощущая чувство радости, мы изменим всю планету Земля. Ощущая чувство радости, мы изменим этот мир. Любовь это не любовь, это инструмент, как бы последнее — это чувство радости. Любовь должна привести к радости. Будете ощущать радость, видя другого человека, у человека появится любовь по отношению к вам, и к вам потечет любовь. А куда течет любовь, туда текут и деньги. Радость является при этом самым важным компонентом во всей эзотерической доктрине. Это не является на сегодняшний день тайной. Я об этом все время говорю. Все остальное — это как бы мелкие шажки, и изменить этими мелкими шажками, как правило, невозможно ничего. Ни чтением мантр, ни добиванием там, и поиском первопричин, поиском причинно-следственных связей, ни бесконечной молитвы и спасения. Мы не достигнем состояния радости, пока мы его не найдем в себе. Учитесь это делать. Любовь порождает радость, радость порождает наслаждение. Ну и тут же вопрос такой. Ощущение бесконечного духовного наслаждения подделать никогда нельзя. Это то, к чему стремятся адепты. И это то, что мы видим на вот этих фотоснимках высокодуховных людей. Мы видим улыбки на глазах Джоконды, мы видим улыбки на глазах
благополучных людей, мы видим радостных людей, им часто завидуем. И понять не можем, что даже если... Вот что такое люди? Возьми человека из бедности, огорченного вечно, и переложи его тело в место, где он будет жить во дворце, и он не поменяет свое огорчение, он будет все время огорченный. И у меня очень часто вопрос такой вот, как бы к этим людям был, почему вы огорченные, у вас все есть? Вот я сегодня встречался с человеком, смотрел на него и думал, ну чего ты огорчаешься? У него там 2 детей, у него свой автомобиль, у него красивая молодая жена, он, в общем-то, здоровый, у него есть доход постоянно, несмотря на то, что в стране все плохо. Откуда вы взял это огорчение? Ему говорю, слушай, что ты все время огорченный? Он говорит, ну я заморачиваюсь, просто политика. Говорит, то есть тебе мешает жить жизнь других людей? Я говорю, зачем тебе это? У тебя так все хорошо. Найди в себе состояние радости. Пусть... Он говорит, я все время удивляюсь, глядя на вас, Андрей Андреевич, что такое все время счастливый человек? Я счастливый человек, потому что я нашел в себе радость. И именно этому я обучаю на всех своих ступенях школы Кайласа. За деньги. Конечно же, я хочу быть похожим на Кришну, и хочу быть похожим на Иисуса Христа, и хочу быть похожим на Будду, и хочу быть похожим на сподвижников, которые всегда призывали к милосердию, доброте. Но я хочу быть похожим через призму их радости, которую они ощутили, когда они спасли, когда они помогли, когда они стали человеколюбивыми существами. Это меняет кардинально все концепции религиозных доктрин. Воспринимая позицию радости как основную доктрину, мы можем изменить свою судьбу. Сразу же можно сказать, Андрей Андреевич, ну где-то вы не правы, ведь а если у человека есть радость от того, что он наслаждается, от того, что он причиняет горе, пытает других людей, убивает других людей, обманывает, я хочу вам ответить, нет, так не бывает. Человек наслаждение и радость не испытывает от этого. Это удовлетворение чувств ненависти, которые возникли из несправедливости и горя самого человека и его близких людей. Если бы не было этого горя, которое он испытывал до этого, у него бы не формировалась ненависть, и эта ненависть не порождала бы месть. А если заглянуть в его грудь, где нет мозга, но почему-то чувства возникают, то там мы найдем холод, и там не будет ничего. То есть можно ли сказать, что он наслаждается от пыток? Нет, он получает удовольствие от мести, а это совершенно другой опыт. Так, открою вебинарную комнату. Людмила. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я не понимала и не признавала церковь. Искала ответ почему-то много лет. Сейчас ученица обновленных ступеней практики заходит как по маслу. Нашла ваши ответы счастливого и чуда. Вопрос. Чем может закончиться серьезное увлечение праноедением для моего мужа? С уважением, Людмила. Вы понимаете, я не могу однозначно ответить на данный вопрос, так как я сам никогда не занимался праноедением. Также я не могу сказать, что, пользуясь, понимая, что каждая информация, она может быть заведомо искажена, и информация любая может быть подделана и видоизменена с целью депопуляризации или популяризации человека. Таких вот знаменитых людей, как там Джазмухин, допустим, которые говорили о праноедении. Я, кстати, смотрел программу, где говорили о том, что она там обманывает и так далее. О ней сказать ничего не могу. Вы понимаете, я думаю, что сама идея, наверное, она очень необычная. Я думаю, что сама идея, она скорее всего связана с, наверное, наличием какой-то особенной духовной силы, которая может прокормить человека и создать в нем тепло жизни и создать в нем еще что-то. Но дело в том, что я пока еще не замечал тех людей, которые практикуют праноедение, и не видел у них вот этой настоящей духовной силы. Видел ли я когда-нибудь настоящую духовную силу? Да.
Я видел духовную силу у человека, который был проявлением абсолютной внутренней радости. Ему было все равно, где он живет, ему было все равно, что он ест и на чем спит, но у него было удивительное лицо. В его глазах была радость. И он говорил: как ты этого не понимаешь? Жизнь такая прекрасная. Я все время говорил: как же можно понимать, что жизнь прекрасная, живя в такой нищете? Он говорил: ты ничего не понимаешь, сынок. Тебе нужно именно к этому стремиться. И когда придет время, и ты найдешь это будет самым большим счастьем. Еще один человек, тоже мой учитель, он когда-то говорил, Нарбакай, он говорил о том, что мы не то ищем, не нужно искать спасение и Бога, не нужно искать. Нужно найти то, что называется внутреннее наслаждение, внутренняя радость. Найди вот эту внутреннюю радость, и ты будешь всегда рад от всего. Не доел — радуешься, переел — радуешься. Радуешься от того, что проснулся и заснул. Но вы понимаете, это не самовнушение сознания, так как люди очень часто пытаются самовнушением заниматься. Это не самовнушение, это не аффирмации. Это нужно найти. Это нужно найти в себе. Найдите это в себе. Именно поэтому и существуют учителя. Обратите на меня внимание, не знаю, как-то объединитесь со мной, посидите в тишине, посмотрите на меня, посмотрите и почувствуйте, насколько я счастливый человек. Но раз я ваш учитель, то пусть и к вам это перейдет. Пусть то, что было передано мне через моих учителей, перейдет к вам от меня. И найдите в себе, пусть эта точка радостная, она всегда пульсирует, пусть она всегда там находится. Это большое счастье ее иметь. Ну и говорить о том, что это безопасно про наедение, тоже, к сожалению, не могу. Почему? Будучи человеком, который много лет занимался исключительно тем, что принимал людей, на сегодняшний день я могу констатировать факт, что в моей школе были люди, которые занимались веганством, занимались праноедением какой-то период времени. Ну и были такие случаи, когда эти люди закончили плохо. Опять-таки хочу вам сказать, вы же понимаете, посадим 4 детей, все 4 ребенка будут читать одну и ту же книгу, и каждый будет видеть и слышать только свое определенное, то, что он прочитает. Мы уникальные существа, мы выбираем только, что нам понятно, или там что-то пропускаем и так далее. И формируются свои какие-то идеи. Конечно же, видимо, сами задачи, которые ставили праноеды, они давали человеку, или, возможно, могут дать человеку по опыту этих праноедов, могут дать там вечную жизнь или еще что-то, или там, одним словом, то, что они диктуют, или то, о чем они констатируют, или о чем они говорят. Но, видимо, для того, чтобы быть великолепным специалистом в этой области, нужно находиться рядом с мастером, под постоянным надзором такого мастера. Вероятнее всего, книги могут не все передавать, и из-за этого могут получаться, наверное, сбои. А вот сбои, которые связаны с истощением, уничтожением организма, их потом очень сложно лечить. Именно поэтому я хочу вам сказать, если не получилось с первого раза праноедение, или если вы себя начинаете чрезвычайно плохо чувствовать, и вы хотите еще более глубоко себе доказать, что вы это сможете сделать, то, находясь уже на самом краю пропасти, глядя в лицо смерти, имейте силу в этот момент остановиться ради своей семьи, ради своих родителей и детей и сделать шаг назад. Потому что шаг назад, возможно, сможет вас спасти. Рустам, скажите, пожалуйста, будет ли марафон, посвященный здоровью и излечению от болезней? Да, он будет. Я ученица вашей школы, работаю медсестрой по массажу. Есть ли мантры, помогающие работе массажисткой? И да, есть такие мантры и есть такие шумы. Переходите на мой сайт Дуйко-Гуру, и в дальнейшем вы сможете получить эти шумы и так далее. Изучайте школу, там же это все есть. Алла Смирнова. Боже, как все просто. А мы чего-то много мудрим. Спасибо большое за откровение. Да.
Я всегда говорил о том, что жизнь, она не такая сложная, как люди себе ее рисуют. Жизнь в большинстве своем это такой удивительный, веселый опыт для одних людей, а для других тяжелейшая неразбериха с бесконечным количеством колдобин и падений. Знаете, людям очень сложно жить, потому что у людей нет на что опереться, знаете, они должны принять какую-то концепцию или принять какую-то веру, от которой можно отталкиваться. Одни принимают веру, допустим, в ходе которой они говорят: для меня самое важное в жизни, и дальше начинается выбор веры. То есть человек говорит обычно: для меня самое важное в жизни, и дальше слова веры. Когда человек начинает произносить, во что он верит, ему нужно задать вопрос: что для тебя самое важное в твоей жизни? И человек говорит: для меня самое важное в жизни это попасть в рай. Он верующий, православный или там мусульманин и так далее. Или человек говорит: для меня самое важное это мои дети. Его церковь это его семья. Для меня самое важное это то, что я живу. Для него церковь это он сам. То есть он находится или развивается по принципу гуру и так далее. Таким образом, вот человек произносит часто, во что он верит в тот момент, когда произносит данные слова, ради чего он живет. Татьяна: здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, пишу вам из Казахстана. Будьте добры, скажите, какой период времени работает метасоник с человеком и нужно ли его постоянно носить, не снимая? Можно ли мочить водой? Я ношу метасоник, вот он на мне. Я ношу метасоник, вот так он выглядит, видите. И он на мне такой темненький стал, он тепленький постоянно. Я ношу метасоник номер, по-моему, 9. И это метасоник увеличения духовности. Вы, наверное, заметили, что я сам заметил, что в тот момент, когда я начал носить этот метасоник, то у меня начали появляться совершенно другие идеи и задачи. Я хочу сегодня сказать о том, что у нас появился еще один метасоник. Данный метасоник можно приобрести, это метасоник от алкоголизма. Он тоже работает. Нужно ли человеку все время носить? Да, нужно. В случае, если метасоник для алкоголизма, можно ли подарить алкоголику? Я разрешаю. Можете дарить алкоголику, пусть носит. Андрей Андреевич, радость и удовольствие даются с трудом. Вы должны знать, что жизнь это духовный рост. А духовный рост это, вот смотрите, что сложнее, подниматься в гору или скатываться с горы. Но в гору, когда мы же поднимаемся ближе к солнцу. То есть, когда мы поднимаемся на гору ближе к солнцу, то мы больше видим лучей его. А когда мы скатываемся, то что находится в самом низу? Там находится обычно трясина, болото, комары, злые звери. А когда мы начинаем подниматься, то нам тяжело. Ну, конечно. Поэтому путь человека, который говорит, что я хочу прямо сегодня добиться высокой духовности, ну так не может быть. Это путь, который невозможен. Путь духовного роста это медленный подъем, длиною в целую жизнь. Когда человек на протяжении жизни пытается найти силы для того, чтобы воспрепятствовать силам тьмы. А что такое силы тьмы? Силы тьмы это человеконенавистнические силы. Это ложь, это хитрость, это обман, это прикрывание самых таких упаднических настроений и желаний со словами любви. Понимаете, это силы зла. Силы зла обычно, в них скатиться несложно. Начните каждый день материться, начните каждый день ругаться в семье, начните себя наколачивать по ночам, начните считать или завидовать, и вы будете плавно скатываться в дно. И при этом не забудьте поливать это все рассолом бесконечной злости, ненависти, обвиняя всех вокруг себя и превращая всех вокруг себя в точно таких же, как вы сами. И после этого жизнь становится невыносимой.
И можно ли это все изменить? Да. А чем? Я очень рекомендую начать с семинара, который был несколько недель назад, который называется «Духовность» или «Духовный рост» Андрей Дуйко. И после этого, после него прослушать данный семинар еще раз. Всегда помните, духовный поиск и духовный рост – это сложный путь для человека. Сложный путь, но он возможный. Невозможно изменить окружающий мир, чтобы чувствовать себя радостно в середине. Но можно изменить свой внутренний мир, найдя в себе состояние радости и наслаждения. Найдя в себе радость и наслаждение, и найдя в себе это озеро или этот огонь, найдя в себе божественную любовь, которая находится в середине вас и всегда будет находиться в середине вас, вы можете черпать из этого всего бесконечное количество сил и в дальнейшем быть абсолютно человеколюбивым, абсолютно добрым человеком, который в дальнейшем может вырасти духовно и изменить свою судьбу так, чтобы не опираться на мир людей, которые скатываются, не опираться на мир людей, которые ненавидят друг друга. Таким образом, прямо с нас, без изменения окружающего мира, может начаться новое поколение. Не поколение, которое хочет любить или хотят, чтобы их любили, а поколение, которое имеет огромную энергию, имеет огромный ресурс энергии, это бесконечная внутренняя радость. Ну, с вами был Андрей Дуйко. Тест на беременность оказался положительным. Мы очень долго этого ждали, очень надеемся. Спасибо шуму на беременности тибетской формы. Спасибо, Андрей Андреевич. Я даже не верю. А правда беременна? Правда беременна. Хорошо метасоник от страсти к азартным играм. Вот там, где метасоник от всех зависимостей, туда входят все зависимости. И азартные игры, игрозависимость, алкоголизм, наркомания, табакокурение. Одевайте метасоник, не снимайте его никогда, и все отпустит. Ну и на этом будем заканчивать сегодняшний, я думаю, хороший вебинар. А вы мне скажите, вам понравился данный вебинар? Сейчас я его закончу, и вот эта скидка, которая 15% скидка, она будет завершена. А в дальнейшем, когда вы будете по этому коду переходить через YouTube на лендинг, то будет вас напрямую переводить прямо на наш сайт duiko.guru. Поэтому сейчас еще 2 или 5 минут вы можете совершить эту покупку, и уже через 5 минут мы отключим это, и он будет просто вас переводить на наш сайт Duiko.guru. Вы такой спокойный, красивый, хочется вас слушать и слушать. Вы опьяняете своим голосом. Ой, спасибо, так приятно. Я не верю во зло. Я не верю во зло. Я не верю, что зло победит. Я верю, что весь мир сможет найти возможность быть добрым, мудрым, человеколюбивым, терпимым, что сможет найти то, что в них посеяно, это мудрость божественной любви, это мудрость божественной радости, что человек сможет найти. Вы понимаете, когда все найдут счастье от того, что они просто живут, то им не нужно будет строить дворцы, чтобы чувствовать себя лучше от того, что кто-то завидует. И все успокоятся. Когда все успокоятся, то это будет давать возможность всем абсолютно людям жить в равновесии. А вот такая гормональная жизнь, она полна зависти, у одних больше, у одних меньше, а мне для того, чтобы быть счастливее, нужно еще дороже. Это, конечно, жизнь такая сложная, но ничего страшного. Древние говорили о том, что непременно придет время, непременно придет человек, который научит всех жить совершенно по-другому. Ну, мне хочется верить, что это я со своими идеями. Ну, если не я, то обычно древние не ошибались. Обязательно кто-то найдется и научит. Пожалуйста, практику, чтобы найти быстро персонал на работу. Для меня, как ученицы, важно ваше мнение, что сделать для сына 14 лет, чтобы отвлечь от компьютерных и бесконечных игр. Давайте ему по возможности, чтобы он круглосуточно игрался. Если вы
не будете ему запрещать, то ему в течение 2 месяцев надоест. Просто не запрещайте, говорите: я тебе разрешаю играть всегда, когда захочешь. И не обращайте внимания. Я вам обещаю, 2 месяца, и после этого бросает и больше не хочет играться. Это проверено. Кто пойдет на это, мне спасибо скажет. Не знаю почему, но мне не нравится идея дочери рожать в присутствии мужа, который в принципе занят делами. Он же не готовится к такому процессу. Вы как мама не имеете права дочери диктовать условия ее жизни. Если она хочет, чтобы ее муж находился рядом с ней, пусть находится. Мужчина, для мужчин некоторых, это может быть... Женщины думают, что мужчина, увидев это, в дальнейшем будет плохо относиться к женщине. Но я хочу вам сказать, что это не так. Очень многие мужчины, у них включается тумблер, и видя тот ужас, который испытывает женщина во время родов, и ту боль, эти мужчины еще больше уважают в дальнейшем свою супругу, ценят то, что она рожает для них детей, ценят этих детей, потому что понимают, через что приходится проходить женщине. И вы знаете, это неплохо, потому что для многих мужчин это было бы очень полезным, потому что для многих мужчин остается непонятным. Они думают, что рожать это просто, что там, ничего страшного, все рожают, она там раз-два, как зуб вырвать. На самом деле, когда поприсутствуешь один раз, то после этого уже будешь задумываться, и что значит для женщины родить, и что значит ребенок, который так рождается, и что это вообще значит выносить, и как это все тяжело. Женские роды и вынашивание ребенка, это хоть и звучит так где-то, может быть, категорично, но я считаю это таким даже божественным подвигом для женщины. Это подвиг во имя человечества, это миссия служения человеческому роду. Вот так вот, вы представляете. Не забывайте, сейчас, когда закончится вебинар, не забудьте обязательно поставить свой комментарий, поставить лайк, а также подписаться на мой канал. В случае, если вам нравится это видео, то вы можете его использовать, выкладывать в свои социальные сети и дальше для себя или там, им пользоваться. Если вам нравятся мои идеи, то вы можете распространять мое видео так, чтобы оно могло попасть к вашим близким или вашим знакомым. Возможно, их сама идея тоже, возможно, изменит или каким-то образом на них повлияет. Хочу вас пригласить на завтрашний Сангаян, который будет посвящен магии ислама. Я могу сейчас прочитать, что там будет у нас, какая программа будет в этом вебинаре. Сейчас я буду давать коды. Обретение бесстрашия защитит семью от беды, получение внезапного богатства, устранение помех в бизнесе, привлечение денег, везения, удаление мага врагов, удаление смерти врагов, защиту семье получите, прощение спокойствия в жизни, от болезни для того, чтобы забеременеть, простить все грехи, очистить карму, помочь семье быть везучим, получить власть и уважение, чтобы близкие очень радовали, были счастливыми, убрать неприятности, нищету от шайтана и влияния, чтобы на новом месте дела пошли, стать красноречивым, богатым, выбрать правильный путь жизни, благополучия в своих делах, чтобы у родителей все было хорошо, найти покровителей, от трудностей для уверенности, стать более умным, решение любых проблем для успешной жизни, для успешной дороги, чтобы жилье свое появилось от сглаза, когда хочется, чтобы что-то понравилось, чтобы это пришло в жизнь, если есть нужда и трудности в жизни человека, уберет нужду. Открыть возможности для человека, чтобы у всех в семье было хорошо, от испуга, от гнева, от духов, джиннов, сатаны, от плохих мыслей, от беспокойства и грусти, исцелиться. Это все сделано на фоне дуа и аятов, и зикров, которые я взял из Корана и каким-то образом переделав, сделал их очень короткими такими. Они действительно очень эффективно работают не только с людьми, которые занимаются исламом, но даже с обычными людьми. Это очень мощные такие эзотерические практики. Очень легко это все практиковать. Можете все это сделать завтра прямо совместно со мной, проходя мое Сангая номер, какой там, Жень? 50? 59, наверное.
Ну и, конечно же, еще раз хочу сказать о марафоне. Марафон будет посвящен материальному благополучию, увеличению материального благополучия. В ходе марафона будут использоваться мои тренажеры материального благополучия, также огромное количество эзотерических методов, практик. Также я постараюсь сделать все для того, чтобы по завершению этого марафона и также во время этого марафона у вас появились и идеи, чем заниматься, и возможности. И прямо на протяжении марафона помогу вам и решить вопросы с вашим бизнесом и так далее, и так далее. Будут также еще и уникальные подарки во время марафона. С вами был Андрей Дыко. До свидания.